Все наше русское, духовное, божественное пространство стало еврейским. Еврейская душа – душа особого порядка. Так учат в иудаизме. Не какая-нибудь вонючая, гойская. Как они терпели рабов, живя в советском подполье. Так вот, Машиах пришел, и те времена, когда волк живет с ягненком, как предсказывали еврейские мудрецы, давно уже наступили, и мы живем в этой реальности. Но божественный бред величия, оказывается, среди иудеев появился не так давно. И мы даже стали замечать, что невидимо нашему глазу формируется божественное кастовое иудейское общество. 11 августа 2024 года в России умер Михаил Членов. Русскому человеку мало что сказала бы эта неординарная фамилия. Мы бы, русские, чеченцы, осетинцы, дагестанцы и другие жители нашей необъятной родины, даже и не заметили бы этой потери, если бы о ней не написал еврейский журнал «Лихаим». Но что для нас, россиян, сделал Михаил Членов? Журнал «Лихаим», правда, написал, что этнограф Членов обнаружил в Беринговом проливе на Чукотке в 1976 году языческое эскимосское святилище, известное как Китовая аллея. Слышали ли вы когда-либо об этом святилище, которое открыл Институт этнографии ААН СССР под руководством Михаила Членова? Я лично о нем узнала только благодаря журналу «Лихаим». Но кроме святилища, в чем же еще заслуга Членова перед народом? Для нас ли все эти годы трудился востоковед, декан факультета иудаики Государственной классической еврейской академии имени Маймонида в Москве, заместитель директора Центра иудаики еврейской цивилизации при Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова? Для нас ли трудился Михаил Членов, учась и живя в СССР? В связи с кончиной героя журнал «Лихаим» напомнил, что в Евроазиатском еврейском конгрессе Михаил Членов воплотил одну из своих идей – объединение евреев России с евреями Юго-Восточной Азии. Он окончил Институт восточных языков при МГУ и работал в Индонезии. Сегодня на 84-м году жизни умер генеральный секретарь Евроазиатского еврейского конгресса, советский и российский этнограф, востоковед и общественный деятель Михаил Членов. Он стоял у истоков возрождения еврейской жизни на постсоветском пространстве. Репортаж Лена Музык. Востоковед, общественный деятель, сопредседатель ВААДа СССР и председатель российского ВААДа, почетный вице-президент Всемирного еврейского конгресса, глава стратегического совета Евроазиатского еврейского конгресса, кандидат исторических наук, профессор, один из первых преподавателей иврита в СССР, ветеран еврейского движения, человек-легенда, которого знали и уважали в мире. Михаил Анатольевич Членов, или Мика, как называли его многочисленные друзья, коллеги, ученики и сподвижники, представлял собой целую эпоху в истории еврейской общины СССР и России. В 1963-м Мика уехал в Индонезию, где 2 года занимался этнографическими исследованиями. Прочитав, правда, об Индонезии, у меня сразу закралась мысль, не деятельность ли Членова по объединению с евреями Индонезии способствовала тому, что именно из Индонезии в Россию вагонами в ближайшие годы поставляли пальмовое масло, которое пихается и сегодня во все десерты и хлебобулочные, превышение доз которого вызывает онкологию. Сюжеты об этом были в расследованиях журналиста Мамонтова. Но самое главное, если бы не смерть Михаила Членова, то я бы, например, никогда не узнала, что Михаил Членов был сооснователь и многолетний главой ВААДа СССР, вышедшего из подполья
в декабре 1989 года, и что силами первой легальной и независимой от властей еврейской организации ВААД, а значит и лично Членова, впервые за 70 лет советской власти 16 декабря 2019 года в Москве была организована и прошла международная конференция «Евреи СССР». 30 лет после выхода из подполья. На этом историческом съезде впервые были сформулированы требования евреев не только о свободе иммиграции, но и о том, чтобы формировать в СССР условия для развития еврейской общины и общинных институтов. Правда, как только отпраздновали 30-летие выхода ВААДа СССР из подполья, через 3 месяца после Нового года началась пандемия. Не знаю, случайность это или совпадение, но вот однозначно, что выбор профессии востоковеда Членова был точно не случайным, потому что к выходу из подполья СССР евреи по всем признакам готовились основательно. В том же журнале «Лихаим» в статье «Еврейская жизнь, рожденная в СССР» Михаэль Корец подтвердил, что распад Советского Союза обеспечил легитимизацию еврейской жизни. В 1992 году мы смогли провести Пурим во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. Тогда были еще сильные антисемитские настроения, и мероприятие охраняла милиция, рассказывает он. И вот тот факт, что милиция охраняет нас от антисемитов, лучше всего отражал произошедшие перемены. Власть защищала нас от тех, кто пытался помешать нам вести еврейский образ жизни. Вот так через 70 лет узнаешь, что ты жил в стране с людьми, с разными взглядами и с разными образами жизни. Главный раввин России Бер Лазар подтвердил, с распадом СССР отношение властей к нам изменилось. Они пошли навстречу общине. И сами евреи поняли, что у еврейской общины в России есть будущее. И если открыть официально ешиву в СССР было нельзя, и зажечь хануки в центре города в советское время было невозможно, то с развалом СССР охота на подпольных членов общин Хабада закончилась. И воцарился Хабад. Надо мною тишина, государство и жена. И такие времена, шо плакать и обнять. Плакал я и обнимал, и одно лишь понимал, то, что мозг мой очень мал, чтоб это все понять. К тому ж в подъезде мне сказал сосед, что место мне в другой стране. Я бы мог бы жить и в ней, только здесь болит сильней. Здесь земля моих корней, к тому же выборы. Я бы мог пойти к Кличко, я бы мог пойти к Лешко, я бы дал ему очко в гонке лидера. Но им не повезло.
И вот сегодня всем своим врагам назло я в свободе. Знал бы дедушка Исаак, я в свободе. Я забыл, что значит страх. Я в свободе. Я стал мужественно, землю мы не продадим. Коммунистов запретим, гомосекам не дадим. Аборты делать мы, по-моему, как-то так. Эх, жаль, не дожил бедный дедушка Исаак. Я в свободе, с ней мы братья навека. Я в свободе, здесь не бьют меня пока. Я в свободе, разрешил мне тягнебок, чтоб в субботу у меня свой был бы Бог. Я в свободе, я не где-нибудь, а там. Я в свободе, благодарен я властям. Вы красавы, вы старались, как могли, и меня вы до свободы довели. Да все бы ничего, демократия, свобода вероисповедания, мы христиане, они иудеи или мусульмане. Да вот только после выхода из подполья еврейской жизни, то есть фактически еврейской партизанщины, мы вдруг узнали, что все эти годы советской власти все мы, русские и не очень, жили бок о бок не с кем-нибудь, а с богоизбранным народом. Сегодня об этой еврейской богоизбранности нам рассказывают в приходах многочисленных иудохристианских церквей, попы на божественных проповедях, ну и профессор-богослов с характерной фамилией Осипов. Все наше русское, духовное, божественное пространство стало еврейским. Все святое, что нас окружает, все принадлежит и исходит от евреев. После выхода из подполья еврейской жизни мы узнали, что и сама еврейская душа – душа особого порядка. Так учат в иудаизме. Не какая-нибудь вонючая, гойская. Все гои с Украины, бандеровские выблядки, пошли нахуй вместе с русским кораблем и вместе с украинским. Та це Азов МИПО. Потому что такие Азов МИПО. спровоцировал войну таких. Азов такие как я. Тварь ты сам. Вы предатели. Я вас показывать в соцсетях буду. Пусть все видят. Я тебя сам подключу. Гой вонючий, сам знаешь к чему. И они дети Бога, а мы лишь рабы Божьи. Как они терпели рабов, живя в советском подполье, мне сложно представить, сказали бы об этом раньше, но они молчали. Многие молчат и все видят, но молчат, потому что привыкли молчать. Всю свою жизнь молчали в Украине, всю свою жизнь молчали в Российской Федерации. И там молчали, и здесь молчали, и по привычке здесь молчат. После выхода евреев из подполья СССР мы узнали, что они ждут, и все эти годы советской власти ждали Машиаха. Хотя они его уже не ждут, поскольку Машиах давно пришел. Мы об этом, конечно, не знаем, но вы об этом узнаете в ролике «450 лет оккупации Хасиды», которое выйдет в ближайшие дни на платформе Boosty.
Так вот, Машиах пришел, и те времена, когда волк живет с ягненком, как предсказывали еврейские мудрецы, давно уже наступили, и мы живем в этой реальности. Мы узнали, что у евреев есть особые учения и книги Каббала, Таня, Талдот Яков, Иосиф, которые они прячут от других. В них говорится, что даже грехи евреев есть добрые дела. И мы даже стали замечать, что невидимо нашему глазу формируется божественное кастовое иудейское общество. И оно уже приобретает реальные черты. Об этом мы еще будем с вами говорить подробно. Но божественный бред величия, оказывается, среди иудеев появился не так давно, всего лишь 250-280 лет назад. Психиатры различают группу расстройств, в которые входит бред особого происхождения, гениальности, изобретательства, богатства, реформаторства. Он так и называется – бред величия или бредовые идеи величия. Guys, they are so small in comparison to the sheer greatness of the Jewish people. We are a supernatural creation. We are not governed by the same rules that the rest of the world are governed by. Специалисты различают и такое расстройство, как комплекс Бога, непоколебимое убеждение, которое характеризуется завышенными ощущениями личных способностей, привилегий или непогрешимости. Человек или люди с комплексом Бога не признают свои ошибки или неудачи, даже при наличии доказательств. Люди с комплексом Бога игнорируют правила и требования общества, требуя специальных привилегий. Ну, может быть, это называется сегодня хупцой. Не так давно там в эфире вспоминал Владимира Сергеевича Соловьева. У него в конце XIX века была работа, посвященная национализму. И там он как раз рассматривает проблему национализма. И ты знаешь, он говорит интересную вещь. Он говорит о том, что наша страна, Россия, она обязана в угоду, ну даже не в угоду, а в целях сохранения своей такой прочной идентичности отказаться от русскости. То есть русский человек должен это игнорировать. Это нужно для того, чтобы подчеркнуть величие, подчеркнуть самобытность. Ну и самое главное, выстоять в нашей стране, потому что национализм для нас является... Ну, знаешь, в организме бывает, может организм все вытерпеть, а вот какой-то, ну, знаешь, при сильной аллергии, какой-нибудь орех съедает человек и умирает. Вот таким орехом, смертельным, ядовитым, для нас является национализм. При этом, ты знаешь, еще одна важная вещь. И тут, может быть, ты меня в этом поддержишь. Я долго размышлял над одной работой научной, я ее тут прочел совершенно неожиданно для себя, и она заканчивается такой мыслью, что единственная национальность на Земле, единственный этнос, который обязан, который не может не говорить об этом постоянно, это евреи. Еврей обязан говорить о том, что он еврей. Еврей обязан утверждать, что он еврей. Он должен восклицать это с абсолютной гордостью и настойчивостью, потому что это единственная прививка для самого страшного яда человечества, антисемитизма. И вот это единственное исключение, когда национальность имеет значение. Других национальностей в принципе
для государственной политики не существует. Так вот, живя в СССР в подполье и занимаясь скрытой еврейской партизанщиной, многие иудеи жили и бредили Сионом, возвращением в Иерусалим, любой ценой. Так вот, психическое расстройство, вид бреда, величия и бреда мессианства, комплекс Мессии называют Иерусалимский синдром. Термин «Иерусалимский синдром» был введен в 1982 году Яиром Бар-Эл из Центра психиатрического здоровья Кфар Шаула, где в течение 13 лет с 1980 по 1993 год было замечено, что примерно у 100 человек в год развиваются психические симптомы с религиозным содержанием, вызванным посещением Иерусалима. 40 из них требовало госпитализации. Первое клиническое описание Иерусалимского синдрома было осуществлено в 30-х годах израильским психиатром Хайнцем Германом. Одним из наиболее тяжелых последствий проявления синдрома стало поведение христианского паломника из Австралии Денниса Майкла Рохана. В 1969 году он попытался поджечь мечеть Аляксу на Храмовой горе, что спровоцировало в городе массовые беспорядки. Сам паломник объявил себя посланцем Господа, который получил божественное указание уничтожить Аляксу, чтобы помочь евреям в исполнении пророчеств Захарии построить третий храм и тем самым ускорить второе пришествие Иисуса Христа. Но в данном случае, я думаю, здесь об Иисусе Христе говорится как об Иисусе Навине, потому что он же Иисус и он же Христос. Иисус Навин тоже Христос, тоже помазанник Божий, но для другой части верующих в него. Рохан пошел на этот шаг под влиянием проповедей телеевангелиста Герберта Армстронга, основателя так называемой Всемирной Церкви Бога. После инцидента этого Армстронг дистанцировался от действий Рохана, а сегодня под влиянием проповедей того же раввина Булочника. Избранный народ, там кривятся уроды фашисты, кривятся они. Избранный, ты, подонок, существуешь только из-за них. Промываются мозги у простых российских евреев, не получают разве они подобные божественные указания? Ну, пускай не разрушить мечеть Аляксу, но другие указания, которые оседают естественно, в головной подкорке головного мозга, безусловно, они есть, так и происходит. В конце 1990-х годов британский психиатрический журнал предположил, что сочетание влияния Иерусалима с приближением нового тысячелетия вызовет в городе массовую истерию. В 2000 году действительно наблюдалось некое увеличение случаев Иерусалимского синдрома. Но больше по этому поводу из психиатров, кажется, никто не высказывался, хотя на дворе 2024 год в Иерусалим завезли уже рыжих телиц и вовсю идет борьба вокруг мечети Алякса. В литературе отсутствуют свежие эпидемиологические данные о распространении этого синдрома, хотя феномен наблюдается с тех пор, как Иерусалим стал местом паломничества. Об этом свидетельствуют некоторые случаи, наблюдавшиеся в средние века и возросшая заболеваемость в XIX веке. Бар-Эли и его коллеги в соответствии со своим клиническим опытом выделили 3 основных типа людей, страдающих Иерусалимским синдромом, и продемонстрировали примеры из своей клинической практики. К первой группе относятся люди, которые приезжают в Иерусалим под влиянием религиозного бреда и являются персонажами из Ветхого и Нового Завета. Израильские авторы описали случаи, когда американец, страдавший шизофренией, отождествлял себя с Самсоном, был убежден, что у него есть мессия, и пытался вытащить камень из стены плача. Или вот австралийский турист еврейского происхождения, который поджег мечеть Аляксу в 1969 году.
Вторая группа состоит из людей с расстройствами личности или идеей фикс. У них нет подтвержденных психических заболеваний, хотя их странные религиозные идеи нет далеки от бреда. Они действуют в основном группами. И это довольно большая часть страдающих Иерусалимским синдромом. Зигмунд Фрейд рассматривал толпу как человеческую массу, находящуюся под гипнозом. Явление массового психоза изучал и русский психиатр Бехтерев. Ну, вот я остановлюсь на Фрейде. Он сказал, что самое опасное и самое существенное в психологии толпы – это ее восприимчивость к внушению. И источником внушения в толпе выступает госпожа иллюзия, рожденная у одного какого-нибудь индивида. Иллюзия эта выкристаллизовывается и заполняет всю область мозга, парализуя всякие критические способности. Так кто же 250 лет тому назад разработал в рамках иудаизма изощренную мистическую систему и внедрил ее в умы простых евреев? Кто придал формулировкам классической каббалы новую форму изобразительного языка и понятий человеческой психики и души и внедрил ее в качестве аллегорической модели для постижения тайн мира, после чего сознание простого еврея, иудея, возвысилась и осознала собственную богоизбранность. И как происходила оккупация древнерусских земель. Об этом смотрите в ближайшие дни ролик на платформе Boosty «Машиах уже пришел» или 450-летняя оккупация Хасиды. Британский нейрофизиолог Крис Фрид утверждает, что мозг может создавать ложные модели материального мира и внутреннего мира других людей. Ложные модели внутреннего мира других людей проверить не так-то просто. Человек может успешно делиться этими ложными моделями с другими. В случаях двойного психоза два человека разделяют одни и те же бредовые идеи, а иногда подобный психоз объединяет и большее число людей. Когда же более многочисленные группы людей разделяют ложные убеждения, докопаться до истины становится намного сложнее. Сегодня факторами развития массового психоза могут быть средства массовой информации, интернет и информационно-психологические войны. Удачный опыт работы с психикой продемонстрирован сегодня со славянами на Украине. Создание у украинцев ложной модели мира и ложных ценностей. Это и привело и стало причиной стравливания славянских народов. Всего лишь 250 лет назад посеяна дала корни и проросла в еврейских умах философия богоизбранности. Хотя исторические факты, которые так усердно стираются из всех источников, СМИ свидетельствуют об обратном. На протяжении веков иудеям прививали общечеловеческие ценности. Да, вы не ослышались. Именно общечеловеческие ценности. Но об этом я расскажу в ближайших наших роликах. Всего доброго. До свидания.